Ящик огромный. Да. Просто не может ниже, потому что высоко сейчас. Потому что если его прямо вдоль дешевый, да? Привет, друзья! Сегодня очень жарко. Я решила с самого утра пройтись по саду, посмотреть, где что в порядке или не в порядке. Зашла на участок гостевого нашего домика. И на грядках мне сегодня в такую жару делать практически нечего, поэтому я решила заняться чем-то более интересным для меня. И это вы увидите позже. А сейчас я единственное, чем займусь, это я буду поливать большие деревья, грушу, яблоню, и буду перетягивать шланг где-то по полчаса, по 20 минут под каждое деревце. И, похоже, мне стоит одеть что-то полегче. Солнце уже сильно жарит, что называется. Наши дрова красивые. В доме пока прохладно. Я займусь стиркой большой додероновой шторы сегодня. Эта штора от прежних хозяев мне досталась. Я решила ее повесить, чтобы солнце ее еще больше выбелило, потому что солнышко, оно отбеливает очень хорошо. Я замочила на сутки эту штору. Сейчас я ее выполаскиваю. Даник тоже спасается от жары, ему тоже не очень комфортно. Но в такую погоду, когда целый день солнце, все хорошо со стиркой, вода теплая, даже в кране, потому что она в шланге нагревается. Я выполаскиваю штору, и она очень хорошо стекает, водичка с нее, потому что додерон, его даже выкручивать не надо, слегка отожму, и вот просто повешу его на веревку. Мы купили этот дом 4 года назад, и я практически большую часть года нахожусь здесь. Единственное, что меня немножко смущает, это отсутствие горячей воды и ванной комнаты. Поэтому мне приходится мыться в душе. Там вода нагревается у нас в больших бутылках, она прямо нагревается на солнце. Когда погода не сильно жаркая, я езжу в баню. У нас 8 километров городок, и там функционирует раз в неделю банька. То есть баня раз в неделю и ежедневный такой вот душ. Иногда я приезжаю в Минск, что называется, принять душ, навести там какой-то порядок, потому что там остается муж. И, естественно, мужчина не может следить настолько за чистотой, как бы мне этого хотелось. На этом участке разбит большой сад. Старые деревья, которые до сих пор плодоносят, груша. Она, правда, немножко подсыхать начала. И я, конечно же, привожу своих домашних питомцев. У меня их 2. Рыжий котик, которого зовут Кузя, и черненький, которого зовут Даник. В этом доме нам предстоит еще многое сделать, и мы как можем понемногу, каждое лето, каждый сезон, когда это возможно, что-то облагораживаем. В прошлом году сделали большой такой капитальный забор, практически на весь участок у нас теперь забор. Но еще со стороны соседей замерло строительство забора. Там этот дом непонятно, он строится очень медленно, и, возможно, он будет на продажу. В общем, сосед. Нам бы хотелось, чтобы это был этот же сосед, но, как видимо, этот дом будет продаваться, и там будут какие-то другие соседи. Мы думали, что уже там, поскольку там будет загорожен со всех сторон участок, можно будет спокойно выпускать собаку, это собачка сына. И поскольку у нас котики, нам приходится делить для них, что называется, территории.
В этом домике под названием «Гостевой» нет пока электрики. И вот вот оно, как вот в лесу растут волчьи ягоды, такое дерево. Я не знаю, что это. Вот иди сюда, смотри. Давай, щас. Вот, одно деревце это слива, а Мам, второе... ну это да. Это черемш, это... Вот, смотри. Вот. Какое черемша? Это череш, как это, черемуха. Это черемуха? Да. А чего у нее такие ягоды черные, как волчьи ягоды? Ну это да, нельзя. А что, у черемухи бывают ягоды? Вообще не знаю. Так а ты видел ее, когда она черемуха это цвела? Были цветочки. Пахло А вот это вот желтая слива. Вот это. Мне бы не хотелось ее убирать. так. Да як не убирать, она против ворот. Каких против? Ну, ворота открываются, здесь надо все убирать и срезать. Я не знаю, как против ворот. Это надо вырубать. И это все вырубать. Все здесь не будет расти. Так Ворота так размещены, поэтому все прямо будет вот по этот столб. Вот такая граница. Вот здесь. Так и- давай посмотрим, а там что. Получается по красную смородину, да? Почти что. Ну вот как красная смородина остается. Она уже легла, вот эта ветка на красную смородину. Вот это. Ее надо отпилить завтра. Вообще Хотя бы ветку эту. Она уже легла на кустик красной смородины. Дай сюда. Ну, пошли смотреть электрику, потому что мне еще много собираться, постель стелить. Вон. Так. Уже видишь, темно. Выключатель первый здесь. А где? Ну здесь А. он поставим, ну, может ниже, потому что высоко сейчас. Ай! А что тут? Как есть, так и пускай будет, мне кажется. Вот вровень со шкафом. Вот так выключатель, как Ай. не надо. Вот так. А зачем он так? Зачем так высоко? А зачем низко? Вот там как раз хорошо, там вешалка и выключатель рядом. А здесь вот я повешу, так ты на вешалку ничего тогда не повесишь. Нормально здесь выключатель. Розетки здесь 3 поставлю. Вот я только не знаю, где вот эту, как он называется, короб. Потому что если его прямо вдоль окна, то тогда карниз мешает этот, видишь? Ну, как он называется? Ну, карниз же это. Ну, конечно, зачем ближе? Ну, не надо, розетки хорошо размещены. Ну, потому что будет этот короб. Так, здесь... Здесь-то он закрыт обоями, он не бросается в глаза. Там розетку сделаю. Слушай, а его нельзя пустить, снять карниз, а потом одеть карниз? Он же ж на таких там штучках, его же запросто он снимается, этот карниз. И вот пустить вот вдоль подоконника, вдоль рамы этот короб, и все. Он будет аккуратненько. Ну, если двойную розетку, то да, если тройную... Двойную? Зачем нам тройная? И потом же ее можно в длину расположить, розетку, 3. Ее ж можно вот так расположить. Не поперек, а в длину. Надо тогда знать, какие купить розетки. Ну, короче, вот и так вот я хочу сделать. Чтобы прямо вдоль рамы. Сантиметра 2 или 1 отступить. Снять этот наличник. Он там легко снимается. Там нечего его снимать. Вот как раз вот, видишь как?
Вот здесь вот. Вот будет так вот расположен. И все. И тут красивая стена. Без, ну, зачем? Хорошо. Зачем здесь? Он как бы на стене, во-первых, ничего не повесишь. Может, какие-то или полки когда-то будут, или шкаф будет стоять. Так, а здесь не будет у нас розетка возле дивана? Она у нас не запрограммирована? Здесь выключатель. Ну, выключатель. Будет? Выключатель, да. Можем здесь поставить. Ну и да, и лампа, и, может- и светильник А там. зачем здесь выключатель? Ну, потому что светильник Так можно, возле два- дивана. так можно двойной выключатель. Выключатель, видишь? А, выключатель он на лампочку. Потому что... Так мы же можем здесь лампочку поставить на потолке. Не, на потолке не надо. Это как бра. Вот тут вот ложишься, читаешь книгу. Все, подожди. А что, сюда не надо свет? Зачем там свет? Ну тогда посередке надо свет. Не так, а посередке тогда раз не надо. Чтобы вся комната освещалась. Печь уберем, что потом? Обратно свет? Нет, как раз очень хорошо здесь люстра. Так Над давай- столом. Так давай сюда еще одну Нет. лампочку. А вот люстра над столом здесь, а там светильник. А что ты не хочешь коробок? Светильник там. Зачем там по центру люстра, если там светильник? Ну хорошо, там остается этот патрон. А здесь что ты не хочешь? Люстра, здесь можно. Зачем сюда люстру вешать? Он на стене очень хорошо. Оставь. А вот это будет у Ну, нас? зачем сюда розетка? Она не нужна. Как зачем? Ну зачем здесь розетка? Что ты тут будешь включать? Здесь она вообще не нужна. Не нужна? Конечно. Я не знаю, но она же здесь была. Здесь стоял стол. И поэтому была розетка даже двойная, видишь? А почему бы не сделать еще? Ну сделаю так, как оно есть. Хорошо. Да? Да. Добре. Вот как есть, так пускай будет. Хорошо. Может быть, их тогда на одном уровне, и что, или оно на одном, мне кажется, Так, что... они вертикально делают, ты так захотела. А я бы сделала там 2, и здесь 1. И все, зачем там 3? Телевизора здесь не будет? Не знаю, может и будет. Ну тогда надо розетки. Ну, может же и холодильник же здесь будет Ну, какой-то. так поэтому что вы Да, выбрали ну давай 3, и здесь... Может мы когда-то... Нет, ну тут холодильник никак не встанет. Ну так это уберется диван. Это ну, не так здесь стоит. Ну, вообще здесь что стоит? Почему? А что здесь хочешь здесь? Ну здесь как-то ну, неправильно стоит. Тут не сесть. 2 хаты, а тут нигде не присесть. Ну это потому что никак. печка огромная. Так, что у нас здесь? У нас здесь люстра. Самое важное. Так, выключатель здесь. Так, ну вот видишь, хорошо, что здесь вот розетка, потому что вот светильник можно включить. Я могу розетку одну здесь. и могу здесь. По-моему, вот здесь еще нету тут розетки. Мне казалось, вот же еще розетка. Ну там она может. Как раз вот включишь лампу и будешь читать. Просто спать против розетки, когда гроза. Там. Ну, здесь мы, скорее всего, кровать не будет стоять. Мы ее, наверное, поставим на прежнее место. Да? Ну да. Ну вот. А если они так решили, значит, она тут была нужна, эта розетка. Это же здесь толстая. Да. Ну вот и хорошо, мы поставим по центру круглый стол. Так я бы здесь сделал лучше розетку. Помнишь, как у нас в Жорновке у нас стоял круглый стол, на нем телевизор, А здесь комод будет? комод? Я еще не знаю где. Может быть, он будет вот здесь, где диван, или вот здесь, где печка. Вот здесь вот. Мне посоветовали поставить вместо кресла комод. А этот угол шкаф тогда будет, да? Ну да, в будущем я сюда все-таки перенесу шкаф сюда, туда кровать, вот, а сюда либо диван, либо комод. Вот здесь. Но он тут по центру тоже комод не особо был. Так, надо. Может быть, диван сюда? Тогда здесь не надо розетка.
Вот. А как ты думаешь, если вот здесь диван? Нет? Ну, хорошо. Здесь Хорошо? будет. А здесь тогда комод. Но если комод, давай расстояние все-таки померяем. Эта розетка вообще как? Если она Она над комодом. будет над комодом, давай померяем ее. Но я бы хотела, чтобы... Вот это же не действует. Что это? Это ж мы уберем, Ну, это так мы можем радиоточка. здесь возьмем. Да, мы сделаем вот так, вот вдоль окна вот эту вот нашу накладочку, да? Вот так вот, короб, чтобы он, ну, Да, не был, так, не бросался в глаза. да. И сразу будет розетка над комодом, да, она тоже конечно, не потому будет что видна. посередке она бы что. Да, посередине бы что, да. А вот этот угол, кстати, ну, шкаф-то шкаф, но я вообще мечтала вот нашу ту полочку, я тебе потом покажу, вместе вот с этим столиком, чтобы сделать себе такой, ну, косметический столик, или я там могу шить, или что-то делать. Я тебе потом Там покажу. розетка, я же тебе говорю. Да, чтобы вот этот столик и вот эту вот полку, которая у нас висела Тут вот же там. будет этот шкаф, ты сказал. Ну, это если он тут будет. Ну, все. Вот здесь не надо никакого шкафа. Ну, так а где шкаф? Здесь оставим. Но шкаф надо развернуть Может, все-таки. вообще шкафа здесь не надо. Не, ну шкаф должен быть в доме. Ну как это без шкафа? И он, кстати, очень хорошо здесь стоял. Он не был громоздким таким, да? М? Да, короче, смотри. Розетка здесь. Здесь убираем. Вот смотри, я у одной женщины видела похожий дом. Там кровать так, как и стояла. Здесь диван, здесь стол, здесь шкаф. И там еще какой-то такой был, типа, как книжный какой-то, как шкаф на углу. Если вот этот столик, да, он очень хорошо там вот смотрелся, да? Помнишь? Вот этот вот столик. Вот там хорошо смотрелся. Помнишь? Ну, все, так первый раз было это. Да, первый раз это было лучше всего. Здесь шкаф, здесь кровать. Значит, диван оставляем. Ну, тогда получается комод здесь, вот декор под картиной. Или диван, или комод под картиной. Значит, розетка, ну, на этом же уровне. В любом случае надо здесь розетку. Ну, и эту, да, на такой же высоте. Здесь она, наверное, низко. Не, нормально, они все на одной высоте. Она будет тогда над комодом, если мы... Да. Ну и все. В принципе, да? Двойная розетка? Да? Двойные. Там Ну, темно? да. Тут двойная. Здесь не надо? Вообще, Здесь свет не надо? нет, здесь шкаф. Зачем там розетка? Там не надо. Розетка, Да. всё. Да, Значит, здесь- смотри, ты не забывай, что здесь розетка. Будем ее делать, оставлять? Ну, пусть будет. Ну все, тогда так, как есть. Да. Хорошо, только эту переносим. Так, теперь свет. Ну, Сюда. свет люстра по центру. Все, одна? Да. Здесь ничего не надо? Это маленькая комната деревенская. Зачем тут? Если потом надо, мы добавим. Если здесь кровать, то здесь ничего включать не надо. Подожди, а у них не было тут ничего? Вот в чем дело. Он включал светильник, ставил на тумбочку вот от этой вот розетки. Так может быть, ее тогда вот здесь, Ну, конечно. да? Да. Ближе к кровати? Да, лучше. Да. Потому что там в любом случае, там же есть розетка, если надо. Да. Тогда эту сюда. Хорошо. Ну и все. Один выключатель двойной. Угу. Так, выключатель. Двойной, правильно, да. Ну, если ты хочешь, я бы Просто- оставляла на такой же высоте. Зачем? Хорошо.
Оставляем. Да. Ну только опять же, короб вот Ближе здесь- сюда. ближе, да. Потому что шкаф. Да. Хорошо, слышишь? Нет, ну шкаф помещается, просто оно красивее будет, когда вдоль, понимаешь как? Вот так оно красивее, так, ну что это, ну как-то будет, да? Этот короб. Ну ж некрасиво так. Да. Все. Ну все, да. Так.